примадонны подземных переходов, они же окружены просто вниманием мужским, там за них соревнуются и дерутся. Про то, что я готовлю гадания на июль, уже очень скоро, с завтрашнего дня начинаю их писать, тадам, с новыми картами. Смотрите, мне подарили новые карты. Это Таро Мухи, Альфонсо Мухи. Не дай бог замуж вдруг выскочили за полярного человека. Это вот что-то такое, это такой зигзаг судьбы, понимаете? Что-то вас исправляют, что-то чему-то учат, это какие-то отдачи каких-то долгов. Это всегда ненормально, а самое главное, это всегда ненадолго. Мне нужна золотая кнопка Ютуба, плюс к этой, которую выдают за 1 000 000 подписчиков. Смекаете? Подписывайтесь, друзья. Все люди-братья, все должны помогать друг другу. И первая плохая новость. Плохая новость. Наш любимый Джонни Депп снова попадает под машину американского правосудия. На него снова подали в суд. И с июля, по-моему, начнутся новые слушания. Джонни Деппа, как всегда, обвиняют, как вы думаете, в чем? Ну, конечно же, в физическом насилии. Какой-то помощник режиссера, причем история эта случилась еще в 2017 году, обвиняет Джонни в том, что тот его, ну, побил, там что-то 2 раза ударил в грудь или что-то такое. Естественно, этот иск принят судом, и снова Джонни будет выступать, оправдываться, производить впечатление на судей и присяжных. В общем, запасаемся попкорном, снова нам будет есть чем заняться, и будет за кого переживать. Сегодня мы говорим о позициях в отношениях, то есть ключевое слово, ключевая тема у нас это позиции в отношениях. В самом классическом случае для большинства любовных пар это 2 позиции, слабая и сильная. Какую бы пару вы ни взяли, это вы с вашим парнем, ваша подруга с вашим мужем. Ой, оговорочка-то по Фрейду, да? Ну ладно, ваша подруга со своим мужем, хотя просто так я ничего не говорю, да? Вот. Ваша соседка со своим любовником. Вот в любой паре наблюдается один партнер в сильной позиции, другой в слабой. Что это значит? Слабая позиция. Кстати, желательная для вас, но об этом позже. В слабой позиции тот из партнеров, кто испытывает более сильные чувства, сильнее влюблен, и видит больше выгоды и может получить больше преференций от вот этого партнерства. Это называется слабая позиция. Соответственно, в сильной позиции тот партнер, который меньше влюблен, испытывает намного меньше чувств, соответственно, меньше видит выгоды и меньше боится эти отношения потерять. Вот это сильная позиция. Да, в одной из прошлых программ, напомню только, я говорила, что идеальные отношения, вот абсолютно идеальная пара, это пара, в которой оба партнера в слабой позиции. Оба партнера в слабой, нет сильной. Оба партнера в слабой позиции, это значит, что оба очень сильно влюблены. Для обоих потерять другого, потерять второго, это прям конец жизни, конец света. И оба от партнерства рассчитывают на какие-то выгоды, преференции, на какие-то профиты, такие для себя. Оба в слабой позиции. Это идеал, к которому нужно стремиться. Я сегодня, или может быть позже, в другой программе уже сегодня не успею, расскажу, как это сделать. Вот. Но это идеальная пара, об этом мы тоже будем говорить. И идеальная пара, да, из которой настоящее счастье потом получается. Про такие пары снимают кино, пишут книги потом. Вот. Но я сейчас не об этих счастливчиках говорю, я говорю вот об обычных людях. В 90, наверное, 9% в любой паре будет один в сильной позиции, другой в слабой позиции. И вот сейчас сразу для всех женщин, просто были комментарии тематические, да, для всех женщин я заявляю прямо ответственно. Только я вам рассказала про позиции, вы тут же сказали:
подняли ручку и сказали: так, я хочу быть в сильной позиции. Да, вы так сказали, я хочу быть в сильной позиции. Я хочу, она вас прельщает, да, сильная позиция как бы прельщает. Вы говорите: я хочу меньше любить, чтобы меня любили, да, я хочу, чтобы это партнер очень боялся меня потерять, а я так вот прохладно просто бы позволяла себя любить. Вот это принципиальная ошибка, это вообще вот путь в никуда для всех абсолютно. Сразу ответственно заявляю, потому что это в теории так звучит, знаете, в теории хорошо звучит. Меня любят, я позволяю себя любить. На практике вот эти чужие чувства, какими бы они ни были проявленными или сильными, вам ничего абсолютно не дают. Вы понимаете, да? То есть любовь партнера, если у вас нет взаимных чувств ответных, для вас пустой звук, белый шум. Это умножение на ноль. Это ничего не стоит. Ну вот вспомните себя, ведь наверняка же все девушки обязательно переживали такие истории, когда вас за вами бегал какой-нибудь мальчик, да, там мужчина, и клялся в любви, цветы дарил, и весь мир к ногам, и все. Но у вас нет к нему взаимных чувств. И что вы с таким мальчиком делали? Господи, да вы от него бежали, прятались, блокировали в телефон, жаловались на него и так далее. Он вам не был ни нать вообще абсолютно никак, потому что это был классический случай. Вы в идеально сильной позиции, он в идеально слабой позиции. Что, получилось что-то из этого? Нет. Вот. Поэтому не прельщайтесь сильной позиции, это всегда потеря для вас, потому что, вот смотрите, если вы начинаете отношения из сильной позиции или продолжаете из сильной позиции, то будущего нет. Почему? Потому что, скорее всего, и чувства не придут к вам, а если нет чувств вашей любви, то зачем оно вам надо? И, скорее всего, выгод никаких от этой истории вам тоже не придет. Опять же, обнуляемся, зачем оно вам надо. Да, первый тезис – это вот то, что под запись, это то, что красным шрифтом мы сейчас выделим, красной строкой. Отношения надо начинать всегда, хотя бы начинать, только из слабой позиции. Присутствуют очень сильные чувства ваши, вам это очень сильно надо, понимаете, да? И вы видите какие-то для себя выгоды. Все, это единственный вариант. Только из слабой позиции. Как бы она вас сейчас, вот в теории, с моих слов, не пугала. Вы должны быть, внимание, тут тоже сносочка. Вы должны быть, чтобы мы говорили вообще о позициях, вы должны быть по-настоящему влюблены. Что я называю по-настоящему влюблены? Почему я вообще это слово по-настоящему или не по-настоящему использую? Дело в том, что это легко спутать. Есть люди, которые влюбляются, то есть умеют влюбляться и любить искренне, по-настоящему, да, ну вот дано. А есть люди, у которых проблемы привязанности. И эти люди не любят, они привязываются. Этот вариант тоже отдельный, мы не рассматриваем. Это такая своеобразная, ну знаете, девиация, такая патология, про которую отдельный разговор, там тоже будет отдельная программа. Сейчас мы говорим, вот, что вы влюблены. Да, вот, предположим, идеальный случай, или вы так думаете про себя, что вы влюблены. Дальше. Вы начинаете отношения из слабой позиции. И у вас сколько плюсов? Масса на самом деле. Во-первых, вся активность. Все пространство вариантов, весь выбор, что делать, чего не делать, как общаться, от чего отказаться, все это в ваших руках. Все это можете делать вы и должны сделать вы. Потому что, а кто же еще, да? Ваш партнер в сильной позиции, ему это не надо. Он ничего не будет делать. Значит, все ложится на вас. Вашу задачу, свою задачу вы должны видеть довольно просто. Ваша задача, когда вы находитесь в слабой позиции, сделать все для того, чтобы перетащить партнера вашего из сильной позиции. Куда? Правильно, тоже в слабую. Тогда вы окажетесь оба в слабой позиции, оба дико заинтересованы и с ощущением недостойности друг друга, да? Вот. И тогда вы окажетесь идеальная пара. То есть, грубо говоря, ваша задача из слабой позиции влюбить в себя партнера. Влюбить, чтобы у него появились чувства и чтобы он увидел для себя какие-то несомненные ощутимые выгоды в этой паре с вами.
Скажете, это сложно? Нет. Влюбить какого-то человека в себя – это несложно. Да, надо знать как, надо знать, чего нельзя. Я об этом тоже обязательно расскажу. Там есть прямо вот, знаете, так, четкие, конкретные вещи, провальные такие стоп-слова, чего нельзя. Вот. Но ваша задача вот такая. И это очень, на самом деле, должно вас вдохновлять, да, влюбить в себя человека. И я уверена, что с моими рекомендациями у вас это получится. Зато представьте, какая потом радость будет, ощущение триумфа, победы, когда у вас это получится. Вы были в слабой позиции, партнер сильный, а потом вашими усилиями партнер оказался тоже в слабой позиции. Все счастливы. Это прям, знаете, как выиграть полуфинал высшей лиги. Это очень хорошо. Надеюсь, я вас пробуждаю у вас такой здоровый интерес, здоровый энтузиазм в этих отношениях. Еще одна сносочка, оговорочка. Важно, чтобы вы не перестарались в процессе, не перестарались, чтобы вы не, пока вы перетаскиваете партнера из сильной позиции в слабую, влюбляете в себя, фатально влюбляете в себя, да? Чтобы вы сами не ушли в сильную позицию, потому что тогда опять теряется смысл для вас в первую очередь. А так бывает часто. Кстати, так бывает часто просто с людьми, и так бывает абсолютно всегда с людьми, у которых наблюдается нарциссическое расстройство личности. Вы знаете, что вот нарциссы так устроены. Они за кем-то бегают, но как только человек разворачивается к ним, к нарциссу лицом, да, влюбляется, грубо говоря, или просто начинает хорошо относиться, нарциссу уже это не надо. Он бежит. Если вы нарцисс, то пока будете кого-то в себя влюблять, сами обязательно потеряете интерес. Ну, нарцисс вы или нет, это вы должны, в принципе, как бы сами знать. Да, возможно, в процессе вот этой вот борьбы за чувства другого человека вы конкретно поменяетесь местами. Вы его-то вытянете в слабую позицию, но сами переместитесь таким образом в сильную. И в этой связи вот вспомните совсем недавний комментарий одной зрительницы, которая вышла замуж за парня, который ее не любил, все время ей говорил, что не любит, ну как-то случайно поженились, а потом он страшно в нее влюбился. Каждый день ей об этом сообщает, а ей он стал уже не нужен. И она сомневается, надо ли ей с ним оставаться. Ну, тоже так себе сценарий, правда, да? Снова не имеет смысла, снова позиции разные партнеры. Опять пара такая вот не идеальная. Но, не знаю, вы, естественно, заранее от этого не застрахованы. Вполне возможно, что с вами такое произойдет. Может, и было уже, ну, как бы, наверняка. О том, что... Да, а теперь почему? Я надеюсь, вы вот понимаете, без лишних, может быть, каких-то моих уточнений, почему нет смысла начинать отношения из сильной позиции. Потому что когда вы в сильной позиции, то перед вами недостойный партнер. Недостойный, имейте в виду, что ничего объективного нет. Я здесь достоин, недостоин не мерю ни социальным статусом, ни деньгами, ни внешностью. Нет. Это только ваши ощущения, только на уровне ваших чувств, ваших каких-то вот тонких взаимосвязей, каких-то коммуникаций. Когда вы в сильной позиции, вы точно проиграете. Это называется продешевить. Начинать отношения из сильной позиции с недостойным партнером. Вы его таковым считаете, вы его не любите, не видите смысла, не видите выгод для себя. Это называется дешевить. Жизнь у нас одна, девушки, поэтому дешевить нигде не нужно. Это касается абсолютно всего. Ой, и в этой связи тоже вспомнила комментарий, вот я думаю, многие на него обратили внимание, тоже недавно был комментарий, зрительница написала, что так много мужчин у нее вокруг, и никогда нет проблемы, за кого выйти замуж. То есть буквально стоит очередь, и приходится уже за кого-то хоть выйти замуж, чтобы остальные отстали.
Вот это типичный пример, когда женщина соглашается систематически, видимо, много раз на отношения из сильной позиции. Да? Потому что поэтому так много мужчин. Потому что она, по каким-то причинам, может быть, слишком добрая, может быть, просто неразборчивая, соглашается на множественные отношения вот с откровенно недостойными партнерами. Да? Их, естественно, будет много. Если вы выберете себе по жизни такую тактику поведения, да, если вы будете начинать отношения с сильной позиции, то у вас тоже отбоя от женихов не будет. То есть это будет вот стоять в очереди. Есть такие женщины. Почему с ними это происходит? Опять же, это, наверное, можно что-то рассказать, но у каждого свой случай, да, свои как бы особенности и травмы. Вот. Это плохо, потому что это путь в никуда, это отношения, в дальнейшем брак с нелюбимым мужчиной, которого не жалко потерять, которого в любой момент на подобного такого же нелюбимого можно поменять. Этот человек может быть, знаете, настолько объективно даже непригодным, да, его просто никто не взял, не подобрал. Таких мужчин очень много, знаете, с которыми никто не соглашается. Вот, и, естественно, они уже просто льнут к любой женщине, которая хотя бы позволила близко немножко подойти. И вот, кстати, в этой связи по поводу сильной и слабой позиции обратите внимание, что очень многое зависит от социального статуса, образовательного уровня девушки, вообще от интеллекта, да, потому что мы все знаем, что девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества, очень трудно, вот, а девушки из низшего общества всегда окружены мужчинами, всегда у них широчайший выбор. Вот посмотрите, если кто-то живет около площади 3 вокзалов, да, там примадонны подземных переходов, они же окружены просто вниманием мужским, там за них соревнуются и дерутся, там такие шекспировские страсти кипят, и у этих женщин отбоя от женихов, конечно, нет. Я думаю, что на сегодня про позиции все. Я не хочу очень много вас загружать, потому что хочу отвечать много на ваши вопросы. В следующей программе я как раз буду продолжать эту тему. Буду рассказывать, что вам делать для победы, когда вы начинаете отношения в слабой позиции. Я надеюсь, что вы здесь все такие, понимаете, потому что иначе зачем вы смотрите эти программы, зачем вы гадаете, зачем вы интересуетесь гороскопами. А у меня есть только лирическое отступление к вам. Вот вы замечали, точно заметите, что в слабой позиции чаще оказываются женщины, а мужчины в сильных отношениях. Вот как такое происходит? Математически, статистически должно быть поровну, 50 на 50, да? То есть во всех отношениях присутствует мужчина и женщина, 50% мужчин, 50 женщин, соответственно, должно быть 50 на 50 сильных и слабых. А почему-то не так. Мужчина в сильной, женщина в слабой. У меня есть ответ. И не только у меня. Дело в том, что мужчины живут своей жизнью. Почему мужчины меньше заинтересованы в отношениях? Они меньше сходят с ума от любви. Они меньше боятся девушку потерять. Потому что у мужчины, почти у любого, есть собственная жизнь. Помимо отношений, помимо даже каких-то сильных чувств к девушке, у него есть работа, которая его наверняка увлекает, друзья, которых он любит и очень ценит. У него есть он сам, самореализация. У него есть какое-нибудь увлечение или хобби, пусть даже рыбалка. То есть, понимаете, вот у мужчин такая насыщенная жизнь, так много разных других приоритетов, что мужчина отношения с девушкой романтические всегда может поставить на какое-то, знаете, там 6-18 место. А у женщин не так. При том, что у женщины тоже там работают, имеют подруг и все. Но, вступая в отношения, женщина всегда эти отношения выставит на первое место. А все остальное, буквально все,
иногда включает даже собственных детей, отодвинет очень и очень далеко. Вот в чем дело. И из-за этого женщина оказывается в слабой позиции, понимаете? Потому что она все силы души, всю энергию, все время, всю себя концентрирует именно на любви, на романтических отношениях. Ошибка это или нет, я не знаю. Это скорее ошибка природы. Да? Вот природа почему-то женщин создала такими. Все игнорируется. Это, знаете, мне в этой связи такое грубое сравнение, но придется его принять вам, девочки, да. Есть такая памятка, может быть, видели, в хороших ветеринарных клиниках висит такая памятка, как бы от имени собаки хозяину, да, там, ты должен меня любить, там что-то еще, ну, такое, и все. Потому что, и как бы собака хозяину говорит, ты должен ко мне по-особенному относиться, потому что и ты должен меня жалеть, потому что у тебя много всего есть. У тебя есть работа, друзья, увлечения, хобби. А у меня только ты. Понимаете, да? И вот эта женщина в отношениях часто транслирует тоже такой посыл. Причем прямо многие говорят. Но если не прямо, то все равно это очень заметно. То есть у меня есть только ты. Некоторые даже, кстати, считают, что это правильно, это нужно об этом сообщать. Прям прямым текстом вот набирают такие сообщения. Мне никто не нужен, у меня никого нет, я никого не замечаю, мне нужен только ты. Это, конечно, вообще абсолютное табу, провал, позор, в общем, все что угодно. Но об этом, опять же, в следующей программе. Вот и все. Поэтому мужчины в сильных позициях оказываются, а женщины в слабых. Заинтересовала я вас? Вот эта теория позиций, она очень интересная. Я на самом деле, знаете, куда я читаю? Я читаю свою собственную статью, которую хочу выложить на Яндекс.Дзен, когда отредактирую. У меня там совсем мало публикаций, но все равно посмотрите, может быть, вам что-то понравится. И, собственно, вот так. Можно сказать, что я вам эту статью еще пока сырую, но я вам ее сейчас зачитываю. Так удобнее, да, и письменный текст, и устный. Я, чтобы двух, так сказать, зайцев убить в наше нелегкое время, каждый крутится как может, поэтому... Что я сказала вам? Подписывайтесь, чтобы у нас когда-нибудь, хотя бы я к пенсии, к пенсионному возрасту зарабатывала золотую кнопку YouTube. Подписывайтесь. Значит, про Джонни Деппа, что он опять судится, я вам сказала. Про то, что я готовлю гадания на июль, уже очень скоро, с завтрашнего дня начинаю их писать. Тадам, с новыми картами. Смотрите, мне подарили новые карты. Это Таро Мухи, Альфонсо Мухи. Карты нарисованы по мотивам произведений известного художника-модерниста, чешский художник, который творил на рубеже 19 и 20 веков, модернист, арт-нуво, стиль арт-нуво, да. Таро Альфонсо Мухи, эта карта довольно популярна, многие их используют. Вот у меня они тоже оказались, причем такие качественные, красивые, дорогая полиграфия. Вот, карта июля у нас. Кроме того, в Инстаграме, в Телеграме у меня проходит конкурс на лучшее хоку про июль. И уже много написали очень талантливых стихов. Я планирую в каждое гадание, в каждое видео на июль для каждого знака вставлять хоку от зрителей. Спасибо, кстати, всем, кто написал. Царь комментарий Мари Реза написала: советы об отношениях золотые. Надеюсь, эта рубрика будет как можно чаще. Мари, благодарю. Тоже надеюсь, что она будет как можно чаще, хоть и не обещаю. Но знаете почему, да? И Мария Алифер пишет, вот послушайте: никогда не чувствовала себя более одинокой, чем в браке, который длился 10 лет. Я та самая нетипичная весы, которой хорошо одной. Но всегда остро стоит вопрос выживания и заработков. Без куска хлеба не останусь, но так устала выживать. Был неоднократный опыт развития и разрушения своего бизнеса, то кризисами, то пандемиями. Каждый раз это невыносимая боль и самоуничтожение.
Есть планы опять отряхнуться и встать с колен, но сил и веры уже все меньше. Ольга, прошу ваших мудрых карт совет. Стоит ли мне еще раз рискнуть? Заранее благодарю. Благодарю за ответ. Мария, ну, во-первых, к вашему гороскопу вопросы, да, весы, которые хорошо одной. Бывает такое, потому что натальную карту надо глубже смотреть, там не все так может быть однозначно, положение Венеры имеет значение. Вот. И для вас будет гадание действительно. Вы герой, Мария. Это я говорю, и я думаю, что многие зрители ко мне присоединятся. Вы герой почему? Потому что все-таки, ведь не каждый сможет после провала, после вот этих вот, как вы написали, боли вот этой, начинать все сначала, опять делать попытки, открывать собственный бизнес. Ведь многие очень люди сдаются быстро, да, сразу, быстро сдаются. А вы видите, у вас много попыток. То есть, в принципе, вы, ну, наверное, на правильном пути, если у вас хватает сил неоднократно вот это вот все, как это начинать. Я подумала, почему? Ведь в моей рубрике «Вопросы и ответы» собираются мои любимые зрительницы. Да, вы же понимаете, что люди случайные, проходные сейчас не с нами. Они смотрят гороскопы, гадания, в смысле на месяц, смотрят на неделю, да. Они не заходят в эту рубрику. Здесь у нас узкий круг посвященных. У нас такое ложе иллюминатов своеобразное. Да? Мы здесь готовим заговоры, мы здесь передаем друг другу какие-то тайные знания. И, естественно, мы можем рассчитывать на лучшее. Давайте новые карты распакуем, так сказать, да, в нашей программе «Вопросы и ответы». А что их беречь-то? С какой радости для, не знаю, для кого. Вот, значит, Таро Альфонсо Мухи. Я здесь не выбирала вот эти титульные карты, могут попадаться титульные карты, это не всегда так плохо, решим. Но, знаете, Альфонсо Муха еще почему карты Мухи нам подходят? Потому что этот художник все время рисовал женщин. Вот он отличается тем, что он все время рисовал женщин. Его главной вдохновительницей, музой была, ну, я тоже, опять же, могу путать, наверное, очень известная театральная актриса Сара Бернар. Все, если не представляют, как она выглядит, но это на слуху имя. И он воспевал культ женской красоты. То есть на всех его, он в основном рисовал театральные афиши, и на всех его вот этих вот афишах, полотнах присутствовала центральная фигура. Это, знаете, какая-то такая очень красивая женщина, красиво одетая, сытая, довольная жизнью. В общем, знаете, такая вот ну, богиня красоты и плодородия. Вот он очень воспевал. Поэтому здесь женщины, женские персонажи и женские карты. Везде женщины, везде мы. Я думаю, очень подходящая колода. Итак, ну я заговорилась опять. Для Марии стоит ли вот именно сейчас, в настоящий момент, скажем, до конца текущего года, еще раз Марии рискнуть и открыть собственный бизнес? Было бы, кстати, нам полезнее. Карты бы легче отвечали, если бы вы написали, например, какой бизнес хотите открыть. Вы знаете, что картам вот чем конкретнее, тем лучше. Раз. Два. Не слиплись они тут. Три. Так. Ох. Три старших аркана вам выпадают. Колесо фортуны. Здесь тоже женщина изображена. Карта сила и отшельница. Вот обратите внимание, тоже отличие карт. Мы же привыкли, да, отшельник. Везде, куда ни глянь, везде отшельник. А здесь женщина. Отшельница. Вот так вот. Карты вам однозначно советуют рискнуть, да, открыть собственный бизнес. Во-первых, колесо фортуны, удача на вашей стороне. Сейчас как бы высшие силы, вот это колесико судьбы в вашу пользу крутят, в вашу сторону. А во-вторых, есть отшельница, это знак начала пути. То есть ваш путь, ваш новый бизнес ждет вас, вам осталось ножку занести и ступить.
Ну и карта сила здесь говорит про ресурсы. Говорят, что ресурсов у вас сейчас достаточно, силы, времени, денег, может быть, какой-то чужой поддержки, собственного энтузиазма достаточно, чтобы этот самый новый бизнес затеять. Карты довольно скорые, срочные. То есть и совет такой горяченький. Начинайте как можно быстрее, потому что судьба со своей вот этой помощью, благосклонностью, ну вы знаете, да, она не ждет. Судьба не будет ждать. Вот она вам сейчас благоволит чему-то, да, какому-то начинанию вашему. Судьба как автобус, понимаете? Подъехал автобус, а вы стоите на него, смотрите. Он, конечно, уедет. Вы ждете следующий. Вот так. Вот, кстати, интересно, обратите внимание на комментарий Жанны Пуховой. Пуховая или Пуховая, там, я не знаю, не принципиально. Жанна, смотрите, что пишет. Девочкам, кто реально хочет похудеть, я могу помочь без голода, без диет, без изнурительных тренировок. Я обращусь к Жанне. Мне кажется, что я хочу похудеть, честно скажу. У меня нет очевидного избыточного веса. Но вот эти 5 килограмм противные, да, которые висят, мне очень хочется сбросить, потому что я без них буду, если Бог даст, мы свидимся, тогда уже, если я похудею, да, вы увидите, что без этих 5 килограмм я буду просто дива. Просто вот хоть на подиум ставь. Ну, а с ними ничего хорошего, конечно. Много-много очень хороших, просто в целях экономии времени, но все хочется прочитать. Да, очень много вы пишете таких добрых, умных, таких содержательных комментариев. Вот. А я выбираю. Спасибо за дистанционную психологическую помощь. Я надеюсь, что да, что в таком... Я вообще надеюсь на то, что мы с Анжелой вот вам именно оказываем дистанционную... Вы не представляете, какая она тяжелая, психологическую помощь. Вот бывают тяжелые люди, да, говорят, ой, тяжелый человек, тяжелая женщина. Вот я когда с пола ставила Анжелу на стол, вот я поняла, как-то вот я очень ощутила остро, вот что обозначает выражение «тяжелый человек». Тяжелый. Но мы еще поговорим с ним, у нее намного свое видение есть, свое мнение. Значит, вопросы мы ищем. Вот, очень интересный вопрос. Но я название, конечно, не прочитаю. Астрологер Марина Мак Граф, что ли, в общем, ну, вы поняли, да? Спасибо за ваше видео. Мне нравится ваше видение мира. Всегда что-то для себя черпаю из чужих историй. Можно ли здесь задать вопрос? Тони наш человек? Вот коротко, очень лаконично задан вопрос. Тони наш человек? Я предполагаю, что Тони это мужчина какой-то, которого вот Марина выбрала себе. А история такая: я мама аутенка и вдова. Вот. Ваш ли человек Тони? Хоть вы детали не написали, да, но я думаю, что если мы чего-то недопоняли, то карты все допоняли, да, что вы хотели спросить. Итак, ваш ли человек Тони? Раз. Ну, красивая карта, нравится вам? Мне кажется, что красивые. Такой неожиданный подарок я получила. От местных, так сказать, поклонников. Ага, ну 3 старших аркана снова здесь выпадают. Карты складывают вас. Ох, Марина, складывают карты вас с Тони аж даже в пару. Императрица, император. Императрица, император идут. То есть
Это мужчина ваш, безусловно. Это мужчина, который очень подходит вам в пару. Это мужчина лучший из всех, кого на данный момент может предложить вам судьба. Ну, на данном отрезке судьбы. Это тот самый, помните, тоже в недавней программе я говорила, что давайте мы условимся, будем называть самого лучшего мужчину в вашей жизни, когда вот пиковая точка, да, когда вы в расцвете своей женской формы, давайте его называть Джонни Депп. Вот это ваш Джонни Депп. Это ваш Джонни Депп. То есть, безусловно, ваш человек, идеальная пара для вас. И здесь есть еще карта жрица, то есть императрица со жрицей сходятся. А, во-первых, у вас дети могут быть еще с Тони запросто, потому что партнерство с ним, с этим человеком у вас всколыхивает, поднимает из глубин самые вот женские энергии, может быть, какие-то, знаете, такие множественные, потаенные, все. Вы в этом союзе проявляетесь буквально и как личность, и как женщина, и очень сильные чувства. Если сейчас вы еще сомневаетесь и не сильно влюблены в Тони, то это станет очень большой вашей любовью. Вот так вот. Да. Ваш человек, карта советует вот не... Ну, тут вопроса нету, однако комментарий очень интересный. Тоже я рассчитываю много-много программ, наверное, делать на такую неисчерпаемую тему отношения детей и родителей. Это же... Это больше, чем про любовь. И вот в этой связи Людмила Васильевна пишет, и ей нельзя не посочувствовать, потому что, ну, правда, мне кажется, это довольно неприятно. А Людмила Васильевна пишет: Ольга, здравствуйте. А когда тяжело общаться с мамой, даже в редкие телефонные звонки, сложно выдержать ее токсичность. После такого общения долго прихожу в себя. Вы знаете, прям чувствую кожей вашу боль. Как бы не на своей шкуре, у меня не было токсичной мамы, но я видела токсичных родителей, и причем сильно токсичных. Знаете, настолько токсичных, которые, что они буквально сводили детей с ума. Правда, эти дети были мальчики в основном. Вы знаете, это примеры из моей молодости. Не знаю, даже время позволяет в деталях вам рассказать или нет. Хорошо, когда я училась в институте, у нас постарше учились два мальчика, основные, знаете, тоже такие. Ну, бывают звезды, вот звезды, красивые отличники, такие, подающие надежды. Ну, то есть, вот они как-то еще дружили, они все время парой ходили, девчонки все на них засматривались. Они оба были из приличных, таких привилегированных семей, все. И вот по странному стечению обстоятельств у этих двух, я даже скажу, одного звали Андрей, другого Дима. Запомнила я. Ну, я так чуть-чуть с ними как-то типа дружила. Вот. И у обоих по странному стечению обстоятельств матери преподавали в институте в этом же. И обе были ужасно токсичные. У обоих мальчиков. И вот я это все наблюдала. Ну, в общем, это плохо закончилось, я хочу сказать. Это очень плохо закончилось. Оба эти мальчики, я вам даже скажу, не дожили до 30-летия даже своего. Оба. Очень жалко. И я считаю, что основная проблема была – это токсичность их матерей. То есть единственная проблема. Там даже обстоятельства гибели одного и другого были очень тесно связаны с их матерями. То есть матери буквально физически погубили своих взрослых детей. Вот так. Вот это прямо на моих глазах. То есть я просто буквально на похоронах была. Вот. И поэтому вы вопроса, Людмила, никакого не задаете. Но, знаете, все равно нечто оптимистичное и нечто очень-очень правильное здесь есть в вашем уже сообщении, потому что вы пишете: даже в редкие телефонные звонки сложно выдержать. Прекрасно, так держать. Просто продолжайте держать эту дистанцию. Не живите рядом, не живите близко, общайтесь только на дистанции по телефону и как можно реже.
И все. Чтобы не было спонтанных звонков. Потому что, вот смотрите, сейчас тоже, мне кажется, многим ценный совет дам. Но я же вечно свои советы считаю суперценными. Вот смотрите, токсичный человек питается вашей кровью, вашими эмоциями. Для этого, как вампир, нападает внезапно, да? Если вы готовы к нападению токсичного человека, готовы, ну вот вы, например, знаете, что мама токсичная, вы набираете ее номер телефона, и вы настраиваетесь, вы готовитесь, и все. Вам намного легче выдержать. Это как чайник. Говорят, что если горячий чайник вот стоит на плите, кипит, если случайно до него дотронешься, обожжешься, вскрикнешь, будет ожог и все. А если нарочно на такую же температуру руку положишь, даже ожога не будет, понимаете? Потому что вы готовы, рецепторы так сработают. И вот точно так же с токсичными людьми. Избегайте спонтанного общения с ними, чтобы не было таких лазеек, что мама внезапно, без звонка, без предупреждения явилась к вам домой, да? Или чтобы она даже без предупреждения не звонила. Договоритесь, что мама, я занята на работе, давай созваниваться вот в такой-то день недели, в такой-то час. Все. Очень многих проблем избежите. Это совет для всех. Просто с токсами не общайтесь спонтанно. Выделяйте для них вот строго режимное какое-то время, но если, конечно, их полностью нельзя исключить. Я просто хочу вам показать, ведь цепуру приобрела себе, цепурочку. Вот. Дальше. К сожалению, ужасно интересная история, но это прям отдельную программу надо делать, она очень длинная. Не могу я вам прочитать, ну, прям отдельную программу, может быть, короткую делать. Не знаю, что делать, потому что так как-то это... Вот, да, снова еще один, я же сама так зачиталась, но вам не могу прочитать, потому что 10 минут только текст, комментарий читать. Не смогу прочитать такой длинный. Вот вопрос, Галина пишет. Каждое ваше видео я не смотрю сразу, а растягиваю удовольствие. Смотрю по кусочкам, налив себе чашечку чаю. У меня это уже ритуал. Спросите карты. Мы с моим мужчиной собирались пожениться, но то карантин, то война все время вмешивается в наши планы. Я не смогла уехать к нему. Хотелось бы узнать, поженимся ли мы в течение года. Как я вас понимаю, Галина, действительно, то карантин, то война, то еще сейчас что-нибудь будет вмешиваться в наши планы. Вообще ничего нельзя планировать. То есть, ну, страшно представить, сколько сотен тысяч людей утратили планы свои, да, сколько судеб поддалось коррекции из-за вот этих вот чьих-то, прости Господи, нечистоплотных игр. Страшно. Вот. Поженитесь ли вы в течение года, то есть в течение ближайших 12 месяцев Галина поженится ли с ее мужчиной с которым они сейчас разлучены? Тоже 3 карты. Наши Таро мухи. Раз. 2. 3. Вам выпадают буквально вы знаете, нет, я не буду вам, наверное, детали здесь особо рассказывать, но брака в течение года нету. Даже более того, возможно, внезапные новости, которые вас разведут еще больше. Ну, возможно, это могут быть события
буквально какие-то новенькие, знаете, что-то новенькое, события планетарного масштаба, пандемию пережили, войну переживаем, ну, фантазия вот этих вот людей неисчерпаема, поверьте, и будет еще то, что нам не снится сейчас еще. Поэтому нет, карты говорят, что скорее будут только новые препятствия для вас. Ну, значит, надо не год ждать, придется 2 или больше. Пока нет. Не поженитесь. Вот очень интересный вопрос. Он, знаете, такой парадоксальный. Я люблю парадоксальные вещи, парадоксальных людей, парадоксальные вопросы. Людмила Мила пишет: Ольга, возможно, не все рождены для семейной жизни. Знаете, да, к кому обратиться? Не все далеко рождены для семейной жизни. Прям очень сильно не все. Я им даже больше скажу. Прям единицы рождены для семейной жизни. Мне не хочется замуж. Замужем была дважды. Сын есть, любимый мужчина есть. Но замуж не хочу. А возможно и надо. У меня Солнце в Деве, и там же ретро-Венера. Луна в соединении с Сатурном, мне комфортно быть одной. Не без отношений, конечно, но чтобы не мелькал каждый день туда-сюда. Что ваши карты думают по этому поводу? Возможно, мне для улучшения кармы необходимо выйти замуж еще раз. Особенный комментарий, да, я впервые слышу, чтобы карму улучшали таким образом. Пытались просто поясните, что вы имеете в виду, да? Улучшить карму, выйти замуж. Не знаю, мне не совсем это понятно, непонятен такой вопрос. Ну, не хотите замуж, не ходите. Сейчас, слава богу, мы же не во времена Древнего Рима. Вот знаете, кстати, ну, римское право, кто изучал, знаете, вот это там были семьи, несколько понятий семьи, несколько разновидностей семьи. Там женщина сама по себе, вот как мы сейчас, вообще не могла быть. Понимаете, это закон исключал. Ни одна женщина сама по себе, вот одна, как я, как вы, вот не может, не могла быть. Просто никаких юридических ни прав, ни оснований у нее для этого не было. Но мы-то в 21 веке живем. Пожалуйста, не хочешь замуж, не ходи. Хочешь на капитана дальнего плавания выучиться, учись. Вообще в раю, вот как повезло, да? И на костре не жгут за колдовство, как некоторые могли бы попасть, да? Вот. И, ну, все равно вопрос есть от Людмилы. Для улучшения кармы надо ли Людмиле выйти замуж еще? Не знаю, что скажут карты здесь. Раз. Красивая, да? Еще раз карты. Видите, какие хорошенькие. Два. Они некоторые могли не разлепиться просто. 3. Ну, карты вам не запрещают, не отговаривают вас выходить замуж. Даже, скорее всего, вам это предстоит. Если это не замужество, прям официальный брак, то вам предстоит очень серьезные отношения с общим бытом, с какими-то долгосрочными намерениями. Долгие отношения. Долгие, серьезные, верные, постоянные, как я их называю, скучные, невыносимо душные отношения. Будет ли это общий быт, который вы не хотите, да, чтобы он не мелькал? Не факт. Может быть, и без него обойдетесь, но с каким-то человеком вы будете долго. И в чем разница? Это все равно очень похоже на брак. То есть это все равно обязательство, это все равно работать над отношениями, то есть как-то, ну, в общем. Нет, для улучшения кармы не надо выходить замуж вам. В данный момент к вашей карме этот вопрос не имеет отношения. Идет какая-то история долгая. Возможно, вот с этим человеком, который у вас сейчас есть. Ну и пусть она идет, этого достаточно. Вот.
Вот интересный комментарий без вопроса. Я бы хотела, чтобы вы прислали комментарий, что вы думаете по этому поводу. Наталья Исакова достаточно категорично заявляет: нет счастливых билетов, судьба только и только в наших руках. Мы ее творим каждый день своими чувствами, мыслями, поступками, поведением. Тут вы знаете, как бы, ну если меня спросить, да, тут, конечно, и да, и нет. Безусловно, судьба – это характер, да. Поэтому и мы натальные карты же изучаем, положение планет в знаках, то есть какой характер человеку достался, на что ему можно вот так вот рассчитывать. Но в то же время элементы везения никак нельзя исключать. Ну а лотереи же существуют, да, то есть самый банальный пример. Что вы скажете на это? Существуют лотереи, особенно международные, особенно американские, в которых люди выигрывают по $500 миллиарда за раз. $500 миллиарда. Представляете? Это что, несчастливый билет? Не знаю. Удачу нельзя отрицать. Характер много значит, но везение тоже очень-очень многое тоже значит, дает. Вот. Не зря же есть, помните фильм? И он, кстати, есть американский, есть французский, и они оба хорошие, невезучие называются. В этом французском играют Депардье и Пьер Ришар, помните? Невезучие. Очень. А есть там Депардье-то? Ну, Пьер Ришар точно играет невезучего там. Прекрасная комедия. Очень смешная. Но это же, понимаете, еще в чем дело? Не бывает, вот когда вот это категоричные высказывания, от них все-таки надо в своей жизни отказываться, да, как-то нужно их избегать. Почему? Потому что, вот смотрите, все существует, для чего есть слова. Вот если есть слово, значит, это существует. Чего не существует, для этого нет слов. Мы не можем про это говорить, потому что слова не придуманы. Вот такая теория есть, и я ее жестко придерживаюсь. То есть вы можете верить или не верить в удачу, в Бога, фортуну. Но раз есть эти слова, значит, это существует. Это может не существовать для вас. В вашем сознании, подсознании. Вы можете эти факторы не учитывать в своем каком-то жизненном выборе. Но для других людей это есть. Вы не можете говорить, что удачи нет, удачи не существует, потому что вот для других людей, вот для вашего соседа, который выиграл лотерею автомобиль, удача существует, понимаете? Можете узко говорить: для меня нет удачи, я полностью творю свою судьбу, я не верю в помощь высших сил. Для себя, ладно, пусть так оно и есть, да? Но в целом отрицать наличие удачи в мире нельзя. Вот, как и всего остального. Для чего есть слова, для чего люди придумали слова, значит, это и существует, это и есть. Вот прекрасный какой комментарий, замечательный. Жанна Владимирова пишет: вы мой вдохновитель. Очень приятно, спасибо. Жанна, вы тоже мой вдохновитель. Вы пишете вопросы, комментарии, я очень счастлива вас читать. И вопрос у Жанны такой, я его немножко сокращаю, прошу прощения, потому что время. В данный момент в каком направлении мне двинуться? Швейное производство или второе психология? Ну, очень разные, да, вещи. А вот я стрелец, асцендент водолей. Так, знаете, по вот этим данным, наверное, психология больше подойдет. Потому что, знаете, производство, вот швейное производство, для вас может быть дико скучно. Вообще производство – это любят земные люди. Вот тельцы, девы, козероги, вот такие вот, знаете, которые любят сидеть, погружаться в рутину, любят все потрогать руками. Вот они, земные люди, я сама земной человек, они верят только вот в то, что можно потрогать руками, как вот это мраморное яичко, да, подвернулось мне. У меня, кстати, их два, видите, мраморные яички. Вот, и пара, да, пара, чтобы привычнее было. И, понимаете, вот, а для вас, стрелец, асцендент водолей, производство может быть очень скучно.
Ну, посмотрим карты, спросим. Тогда для вас 6 карт, а не 3, да? Потому что 3 на одно, 3 на другое. Успех в швейном производстве насколько возможно? Раз, два, три. И успех в психологии насколько возможно? Раз, два, три. Так, для Жанны. Жанна, ну вот тот случай, когда вы можете выбирать любой из этих вариантов или даже оба совместить. Почему бы нет? Знаете, секрет успеха самых успешных людей в том, что они ничего не выбирали. Они все брали, все берут, соглашаются на все и всем занимаются, и все за все берутся и так далее. Потому что очень большой успех, хорошие заработки у вас будут в швейном производстве. Тут и солнце, и мир собрались карты. То есть подходящий момент, есть силы, все. Вот. Но и в то же время в психологии тоже вас ждут и заработки, и какой-то особый интерес. Может быть, занятия психологией только единственное дадутся более трудно вам, то есть более хлопотная такая затея для вас, понимаете, более какая-то хлопотная, и больше будет конкуренция. Все. А так, пожалуйста, и то, и другое можете выбирать, можете совмещать, если сил, времени хватает. У вас сил много должно быть, у стрельцов сил много. Стрельцы редко бывают такие вот вялые, слабенькие, легкотрудники. Поэтому нет, мы вам здесь с этим выбором не поможем. И то хорошо, и это. Попробуйте. Ой, когда нельзя выбрать с помощью карт или вот так вот, то, знаете, как надо выбирать тогда? Вам надо заняться и тем, и этим. Сделать в обоих направлениях, это тоже совет для всех. Если вы выбираете там между двумя бизнесами, учебами и все, сделайте шаги навстречу в обоих направлениях. Начинайте за ним организовывать это швейное производство и начинайте параллельно организовывать свой бизнес, вот этот психологический. И очень быстро выяснится, какая дорога легкая, ведет вас, вот прям как по маслу идет, да, а какая-то труднее с затором. Тогда вы, это естественным образом вы будете по одной дороге двигаться, на другой затормозите, вопрос отпадет сам собой. А карты везде обещают успех, а главное, деньги везде обещают. Вот сложный вопрос, Кристина Миллер. Опять кашляю, прошу прощения. Я точно знаю, какой человек мне нужен по образу жизни, ценностям и умственным способностям. Внешность не принципиальна. Но жизнь преподнесла мне абсолютную противоположность. Это знаете почему? Это именно потому, что вам внешность была не принципиальна. Я замужем и понимаю, что мой муж не мой человек. Совсем. А разойтись никак не можем, хотя попытки были, инициатор я. Просите карты, все-таки мой это человек или не мой это человек, потому что я сама запуталась. И Кристина пишет, что она родилась 1 сентября, то есть Кристина такая дева должна быть классическая, да? Вот, а муж родился, угадайте, ну, конечно, да, можно было и не смотреть. Мы и так все поняли, муж рыбы, 15 марта родился. Чтобы все понимали, вот еще раз, прямо вот я 100 раз уже говорила, но не устаю повторять. Вы родились на полюсах, это к вопросу о полярных знаках. Ну, гороскоп, вот этот вот, представьте, зодиакальный пояс, да, они же не хаотично натыканы. Тут Овен, тут Водолей, вот это все. Это же умные люди придумали 5000 лет назад. Они же их не просто в каком-то порядке расположили, это строжайшая иерархия. Очень продуманно, где с первого знака до последнего 12-го каждый последующий вбирает признаки предыдущего. Это целая система, очень тонко устроена. Кстати, современные астрологи, которые очень много нам поют тут на ютубе, да, про всякие ретроградные Меркурии, да, ретроградные Сатурны, очень редко
вот настолько глубоко и самые главные, самые содержательные вещи про зодиак рассказывают. Вот. Ну, может, руки не доходят, как у меня, ладно. А вот, понимаете, полярные знаки. Это тоже я для всех говорю. Если вы оказались рядом с человеком, и вы на полюсах, а Дева и Рыбы на полюсах, то есть это люди-антиподы, люди, которые смотрят на мир, на отношения, на других людей, на себя сами абсолютно из противоположных позиций, жизненных, философских, материалистических и так далее. Если вы оказались в паре с таким человеком, это, ну, не дать не взять, как бы это помягче, ну, типа отработка кармы. Это может быть фатальная ошибка, это может быть какой-то такой лабиринт, проверка на прочность, в которой вас завела сама судьба, потому что вы плохо себя вели в прошлой жизни. То есть это всегда неспроста. В нормальных отношениях, ну каких-то гармоничных, спокойных, люди не бывают полярных знаков. Не бывает, чтобы телец безболезненно жил со скорпионом, там лев с водолеем. Ну не бывает, понимаете? В идеале, вот если с вами все в порядке, у вас чистенькая карма, ничего не висит на тонких телах, если вас не прокляли, не сглазили, не испортили, если вы здоровы психически, в здравом уме, твердой памяти, вы этого человека полярного знака для себя и не заметите. Вы не окажетесь с ним, не то что в браке, вы не окажетесь на первом свидании, вот за столиком в кафе, не окажетесь, понимаете? Потому что вам нечем зацепиться друг за друга. Вы вот так вот пройдете по улице, да, и ничего вас не зацепит друг в друге. Вы разные. Принципиально разные. А вот когда вот это начинается, что у вас, например, вокруг вас друзья фокусируются полярного знака, да, или вы попадаете в новый коллектив, где все как на подбор какие-нибудь, ну, полярного знака, да, какие-нибудь, хотел сказать, скорпионы, да, но это если вы телец. Вот. Тем более, если жених там, не дай бог, замуж вдруг выскочили за полярного человека. Это вот что-то такое, это такой зигзаг судьбы, понимаете? Что-то вас исправляют, что-то чему-то учат, это какие-то отдачи каких-то долгов. Это всегда ненормально, а самое главное, это всегда ненадолго. То есть, если это отработка какого-то кармического урока, да, вы этот урок благополучно отработаете, все, вы свободны. Поэтому вы хотите разойтись, ну, наверное, еще не до конца отработали. Ваш этот человек или нет. Тоже для Кристины 3 карты. Дева Кристина с ее мужем Рыбами. Раз. 2. Я не описываю карты, не говорю название, понимаете, берегу уже время голосовой связки, потому что это, ну, как бы лишняя информация будет все. Так, мелкие карты выпадают. Никакой кармы, это я вам все наговорила, конечно. Никакой кармы, ничего особо серьезного, тяжелого, увлекательного в этой истории нету. Нет. Не то, чтобы не ваш человек, что-то все равно вас придерживает друг с другом. Что, я скажу. Во-первых, соревновательный момент. Соревновательный момент, то есть это чья-то не ревность, но эти подряд 5, 6 жезлов выпадают, да, подряд 5, 6 жезлов рядом говорят, что у вас какая-то в отношениях есть эта пара удовлетворяет, этот брак скорее удовлетворяет чье-то самолюбие или честолюбие, то есть кому-то этот брак нужен, чтобы гордиться, чтобы хвастаться, чтобы показывать окружающим. Вот. И все-таки в какую-то пару со скепсисом, в какую-то 2 кубков говорит, любовь есть между вами, романтическая, есть доверие, есть все-таки какие-то точки соприкосновения. Единственное, 2 кубков описывает взаимовыгодную любовь. Нет такого указания, что это прям ваш человек, вот небом посланный, но все не так плохо. Вы друг другу зачем-то нужны. Зачем-то нужны. То есть, поэтому пока есть все-таки пара, пока есть какой-то интерес, какая-то выгода, вы, вероятно, будете вместе друг с другом оставаться.
Виктория Советская пишет, смотрите, интересный комментарий тоже. Это к прошлой программе, где я вам советовала по набору каких-то опций себе придумать портрет идеального мужчины и ждать его появления в своей жизни. Виктория Советская пишет. Как нравится беседовать с вами, Ольга. Жалко, что, как говорила моя бабушка, нет кнопочки, чтобы нажать и сказать, ответить. Да, она говорила обычно по поводу речей Брежнева на съезде, сказать ей хотелось, что ж ты брешешь. Ну, Виктория, вам повезло, ваша бабушка была диссидентом, да, раз она против власти, немножко в оппозиции была к той власти. Я это всегда очень уважаю. Вот вы сказали про портрет предполагаемого мужчины, вспомнился фильм «Карьера» Дима Горина. Вот я, кстати, не помню этот фильм. То есть очень условно пересмотрю с вашей подачи. Помните, как он составляет буквально из деталей, вырезанных из разных журналов, портрет своей идеальной дамы? И далеко в тайге встречает девушку буквально до мелочей, схожую с тем самым портретом. У меня аж мурашки какие-то побежали. То есть мистика, да, есть какая-то. Девушки, вот представьте, ну просто ради интереса. Чтобы у вас на работе принтер цветной, новый, дорогой, зря не простаивал, правда? Распечатайте в обеденный перерыв, когда никто не видит, да, и пускай видят портреты, несколько разных мужчин, которые вам нравятся, да, и составьте тоже такую мозаичку. Режется поперек. Я помню, я вспомнила, мы в школе составляли, только мы сами из себя. Сейчас напомню вам историю, многие, мне кажется, так делали. Вот приняли полкласса в комсомольцы, мы же комсомольцы еще были, и на комсомольский билет мы все получили фотки одного масштаба. Так мы нарезали их полосочками, вот так, глаза, нос, рот, там, шея, волосы полосочками. И вот сами из себя составляли, допустим, ну давай мои глаза, твои волосы, Маринкин нос приставим, там, рот от Мишки, вот так вот. И мы вот составляли вот такие вот портреты. Это было очень смешно. Мы дико от этого ржали. Ну вот напомнили мне вот эту историю. И поэтому давайте, правда, так сделаем. Если уж вы действительно хотите выйти замуж, то есть привлечь какие-то мистические силы, привлечь что-то такое особенное. Вот мне кажется, вот повырезать, сделать, да, брови. Вот мне брови у Брэда Питта очень брови нравятся. Мне вот такие бровки домиком, вот такие вот. Мне вот очень нравятся. То есть брови от Брэда Питта можно брать легко. Нос очень хорош у этого. Господи, даже всех. Ну, Джонни Деппа же опять. У него такой точеный прямой носик идеальный, да. От глаза мне его, кстати, не... Глаза хорошие у Джуда Лоу, да, светлые, какие-то такие... Как это сказать-то, лучистые, вот это называется. Вот я бы так, вот такой набор бы делала. Ну, может, и сделаю, если мне, ну, время, если будет. У меня единственная проблема в жизни – это категорическое отсутствие. Времени. Мира Н пишет. Такой вопрос. Надо ли мне затевать судебную тяжбу, чтобы выбить из бывшего мужа алименты за 8 лет? Я раньше хорошо зарабатывала, поэтому оттягивала момент до самого последнего. Ребенку уже 18 лет исполнилось, но недавно потеряла работу. Бывший муж очень злой человек, поэтому я готова скорее потерять в деньгах, нежели опять ворошить старое. Он с ребенком не общается. Поддержки не было много лет, надо ли в это снова лезть или отпустить? Мира, у меня, боюсь, для вас плохие новости. Я очень давно отошла, так сказать, от юридических дел. Я очень давно не в курсе, какая сейчас ситуация вот со всеми этими делами алиментными. Но раньше алименты можно было взыскать назад задним числом только за 3 года. Вот так по закону, только за 3 года можно было. И то, если ребенку не исполнилось 18 лет. То есть я боюсь, что вы просто опоздали это делать. Может быть, это все поменялось. Опять же, мне без надобности, я и не лазю там в современное законодательство. Но было так. Однако мы спросим карты, надо ли вам сейчас затевать эту судебную тяжбу, чтобы выбить из бывшего мужа алименты. Раз.
2, 3. Очень злой человек, и здесь выпадает злой человек. Здесь выпадает прям он сам, ваш муж, злой человек, король мечей. Понимаете? То есть с этого все начинается. Насколько он был злой, насколько он не платил эти алименты, вот эта позиция его не поменяется. То есть будет достаточно сложно. Знаете, нет, не надо затевать сейчас. Ну как? Нет, категорически вы ничего не потеряете, но еще раз посмотрите на вашего мужа. Не случайно его фигура здесь появляется. То есть учтите, не на себя смотрите, что вы хотите, или на ваши обстоятельства, а смотрите на него. Как он сейчас себя ведет, в каком он статусе, есть ли у него деньги. То есть все через него. На него надо в первую очередь, да, смотреть, обращать внимание. Карты говорят, что вы можете, в принципе, рассчитывать на какие-то деньги, но нужна прям удача. Возвращаемся опять к этой теме, да, что удачи не существует. Несчастные люди. Вот. И вот возвращаясь, да, можете получать деньги, но скорее случайно. Знаете, вот как случайно, здесь 4 жезлов есть. Она деньги обещает, но такие случайные. Это не результат ваших усилий и не результат усилий ваших грамотных адвокатов. То есть вы можете от мужа получить деньги, как не рассчитываете, или те деньги, на которые не рассчитываете. Знаете, это не обязательно суд. Возможно, это совет для вас попробовать у него так получить, в досудебном порядке, да? То есть напишите ему, попросите или потребуйте. Возможно, вам повезет, и он просто сам даст. Ну да, не за 8 лет. Ну да, не в полном объеме. Но он больше владеет ситуацией. Вот. Не то, чтобы полюбовно решить этот вопрос, но попробуйте, вот знаете, как прокатило. Вот что-то сделать такое, про что потом говорите. Возможно, прокатит. Обратитесь к нему, сначала расскажите ему об этих своих планах, и, возможно, прокатит. Возможно, он вам просто заплатит, чтобы ему самому, допустим, не беспокоиться с судами или с чем. Но я подозреваю, что вы просто уже пропустили все сроки. Вот. Кейт К. Кейт, да. Пишет: в одном из общих гаданий вы до мельчайших деталей описали мою проблему и вытащили фантастически счастливые карты на будущее. Как правильно принять такой прогноз и перестать дергаться от нетерпения? Неужели и правда ничего не надо делать до исполнения желаний? Вот нам это всегда сложнее всего в жизни. Это вот сложить рученьки свои шаловливые, беспокойные, да, и ничего не делать, ждать. Это очень сложно. Я по себе знаю. Я тоже такой деятель. И да, нужно учиться расслабляться, нужно учиться, естественно, верить в судьбу, доверять судьбе, перестать дергаться от нетерпения. Тут тоже много от гороскопа зависит. Есть люди нетерпеливые категорически из-за рождения, из-за гороскопа. Звезды нас такими сделали, категорически нетерпеливые такие вот люди. И за один день от этого не излечишься. Но, вы знаете, нетерпение – большой грех. Да? Даже, по-моему, по каким-то библейским канонам. Это прям грех. Вот. И это то, что надо в себе лечить, убирать, устранять, искоренять. Вот. Поэтому как перестать дергаться от нетерпения? Перестать дергаться, переключиться на что-то переключиться, то есть переключить свое внимание, фокус внимания, перенести на что-то достаточно тоже ценное для вас. То есть вы все равно будете дергаться от нетерпения, но только уже на другую тему. Отлично, да? То есть вы сейчас дергаетесь, например, потому что вам карты пообещали какую-то невероятную любовь, вы очень сильно из-за этого нервничаете. Ну, клин клином выбивает. Заморочитесь на другую тему. Да? Заморочитесь на другую тему, я не знаю, какое-то увлечение, работу, например, карьеру, заработки, общественную деятельность.
И все, энергия туда уйдет, про это свое желание вы забудете, ну, хотя бы не будете вмешиваться в ход событий. Я так рекомендую. Вообще еще от нетерпения очень помогают таблеточки успокоительные. Знаете, легенькие такие, из трав. Я не рекомендую, конечно, тяжелую химию, транквилизаторы и так далее. Нет, ни в коем случае. Вот легкие, которые без рецепта в аптеках продаются, там валерьяночка прессованная, пустырничка, вот что-то такое. Прям вот очень хорошо снимает нетерпение. Вот очень. Да, вот такая история. КМ пишет: Ольга, а я заметила, что вы прямо гордитесь, что знакомы с тем мужчиной из сна. Я рассказывала сон недавно свой, очень выразительный. Так что чувства-то к нему у вас есть, а страх долой. Ну, спасибо, что заметили, спасибо, что вы внимания мне уделяете, потому что я с ним знакома, я... Да, горжусь, он достоин этого, это достойный человек, действительно, то есть он очень такой прямо хорош со всех сторон, хорош без. Вот. Про чувства не знаю, но страх, я боюсь чего, я сказала, я боюсь его искать в соцсетях, боюсь гадать на него на картах, я боюсь, что узнать, что он умер, понимаете, страх-то в чем? Как мне все написали, он умер, он вам приснился, потому что умер. Я боюсь, что я сейчас найду в соцсетях, а там траурная рамочка, его фотка с траурной рамочкой, он умер. А я не хочу это знать. Я когда, знаете, получаю сообщение о смертях сверстников, мне самой как будто дверцу открыли, и вот на меня вот оттуда дует, понимаете? Я вот лучше избегаю такой информации. Вот, и вот тоже Бис, я не знаю, как прочитать, Бис, наверное. Мне 24 года, по гороскопу почти везде рыбы. Вроде бы хороший гороскоп, ну, сокращаю, чтобы быть в стабильных, счастливых отношениях, а я все люблю одного и того же человека больше 10 лет, а он даже не знаю. Вот так. Посмотрите по картам, есть ли у него чувство ко мне. Меня зовут Тахмина. Тахмина, 10 лет это много. Для невзаимной любви, ну или неизвестно, да, невзаимная, это много, больше 10 лет это много. Можно не испытывать невзаимную любовь и не знать, да, что там в ответ, или знать, что нет чувств, но это можно, ну не знаю, 4 месяца, да, полгода можно, наверное, ну год, наверное, вот это уж прям совсем для самых мазохистов, вот. Но 10 лет нет, это что-то, это куда-то не туда свернуло все. То есть это и с точки зрения гороскопа даже, ведь это нельзя объяснить. Наверное, какие-то обстоятельства вот вашего знакомства, какие-то вот очень нестандартные, что ли, обстоятельства. Поэтому почему-то вы поддерживаете интерес безответный к одному человеку 10 лет. Какое-то объяснение все-таки рациональное должно быть, это не просто так. А вы рыбы, да, рыбы, а Венера в Козероге, ну Венера в Козероге, земная Венера, в принципе, это родит однолюбов. Кстати, всех предупреждаю, у кого земная Венера, да, добро пожаловать в клуб анонимных однолюбов. Ну это серьезно так работает, очень инертная Венера земная, в Козероге, или она у вас в Тельце, или в Деве, или... Если привязываетесь к одному человеку, все, коломы его оттуда не выбьешь, все. Вот так. Поэтому, в принципе, не знаю. Посмотрите по картам, есть ли у него чувство ко мне. Раз. Два. Три. Боюсь, ой, Тахмина, я боюсь, карты вам прям категорическое нет говорят. Знаете, почему у него нет чувств к вам? Сейчас, по крайней мере. Может, они были. Мы же не заглядываем там в прошлое какое-то. Но он обиделся на вас. Он почувствовал себя отвергнутым. Неважно, что вы его не отвергали. Это абсолютно им для этого не нужно. Тут речь идет о его личных каких-то ощущениях. А может, кто-то вмешался.
Скорее, он по поводу вас испытывает или испытывал прежде беспокойство, какое-то непонимание, может быть, тоже легкое сожаление от того, что ничего у вас не получается. И нет. Сейчас о чувствах романтических от этого человека к вам вообще не нужно говорить, вообще нет оснований. Прежде, возможно, были. Может быть, когда-нибудь пройдет время, там еще 10 лет, и они будут. Но сейчас прям вот так карты говорят. Нет, невозможно. Дальше. Конечно, неприлично я перебираю, да, по времени уже просто. Вот интересный вопрос. Наталья пишет. На сайте знакомств познакомилась с иностранцем Алессандро. Песня такая была популярная. Около 2 месяцев идет дружеская переписка. Нет и намека на романтику. Меня все время вот эти мужчины возмущают, удивляют, да, на сайтах знакомств. Сайты знакомств вообще созданы как бы для романтических знакомств. Причем здесь дружеская переписка? Вот я вообще не понимаю. Спросить о целях переписки, вот да, я бы тоже спросил. У самого Александра я не решаюсь. Ну, правда, не надо. Переписку не прекращаю, так как пока нет альтернативного варианта. Думаю, может, Александра слишком стеснителен, хотя ему 45. Итальянец, рак по гороскопу, я стрелец. Спросите, пожалуйста, у карт, как он ко мне относится, Александр этот самый, есть ли у него какие-либо романтические, да, намерения. Я правильно поняла? Ну, во-первых, рак и стрелец, конечно, парочка сложная, так себе парочка. Александра, куча комплексов. У всех Александров куча комплексов. 45 лет, одинокий, итальянец, как все итальянцы, они же 45 еще мальчики, они же не торопятся. 45 они с мамой еще живут там. Вот. Рак, скрытный, может быть стеснительным, да, вполне так. Ну, смотрим, что карты скажут. Итак, Александра, есть ли у него намерение? Раз. 2. 3. Опять, что ли, те же самые карты? Вот прям слово в слово карты, как предыдущие зрительницы выпали. Ну, вы видели, сколько я их мешала. То есть это случайность исключен. Те же самые карты в другом порядке. Боюсь, что нет. Ну, нет намерений. Может, они чуть-чуть у него возникли вот в самом начале, да, когда вы начинали переписываться, а потом он как-то резко от них отказался. Боюсь, что карты прям категорической нет. Ждите, будет другой человек. В конце концов, свет клином на этом Александра не сошелся. Да? Пусть дальше продолжает свои дружеские переписки с кем-то. Вот тоже Рита Силантьева заслуживает внимания этот вопрос. После истории про женатого настойчивого молодого человека у меня назрел вопрос картам про своего женатого влюбленного. Знаю, что вы не одобряете. Я не то чтобы не одобряю, опять же, я от моральных каких-то принципов, установок вообще очень далека. Я моралью ничего здесь не меряю. И вам тем более ничего не втираю, не проповедую. Да? Я же вам не духовный отец, не духовная мать, в конце концов. Я просто вам не советую с женатым, потому что вы ничего не получите от этого. Потому что он жене будет квартиры и шубы покупать, понимаете, да? А вам тюльпаны на 8 марта. Никаких выгод, ничего не будет, преференций. Просто потеряете время. Нашла идеального мужчину, идеального и женатого. Мы вместе уже полгода, и он обещает утрясти в семье дела, формальности и развестись. Но прошло уже полгода. Полгода немного для такого случая совсем. У меня появляется сомнение, станем ли мы официальной парой открытой
И будут ли или наши отношения так будут неформальными. Заранее благодарю за ответ. Хочу рубить с ним мосты. Я рыбы, а мой избранник овен. Ну, рыбы с овнами это тоже такие парочки-то своеобразные. Увидят ли карты для Риты брак, официальное партнерство с Андреем? Раз. Два. Три. О да! О да, это ваш король пентаклей, это ваш муж будущий. Да, вот он. Будет вашим мужем. Предложение сделать, потому что у него есть уже такие намерения, у него много страсти к вам. И все, совет да любовь ждет вас. Счастье большое, общий дом, поэтому, пожалуйста, продолжайте. Не надо рвать ничего. Нет, для острастки, подождите, для острастки, для того, чтобы его, так сказать, вдохновить, то, конечно, надо рвать, понимаете? То есть немножко поторопить, так сказать, процесс. Может, это будет не лишним. Вот. То есть изобразите разрыв, например. Они это любят, мужчины, да? Они же любят стерв, как говорят, которые истерики закатывают, ультиматумы. Доведите его до паники, чтобы он побыстрее развелся и женился на вас. Но это ваша судьба, это ваш будущий муж. В принципе, можете этого не делать. То есть это прописано уже во времени для вас. Еще нужно вопросы нам. Прекрасные комментарии. Просто так, ну ладно. Трудно очень выбирать. Интересные есть, конечно, комментарии. Вот. Мартина Морская пишет: если вы живете в деревне Кукуево, то вам в самый раз подойдет мужчина из списка Forbes. Только где он вам подойдет? Вот вопрос. Вот смешно так написали, Мартина, спасибо. И я все время об этом говорю. Вы знаете, и девушкам, которые ко мне обращаются за личными персональными гаданиями, мне часто приходится объяснять, что, понимаете, в каком-то маленьком городе, в селе, поселке городского типа жениха не встретить, принца, понимаете? А они все ждут. Мне в этой связи вспоминается анекдот, как тестируют психов в психбольнице, да, подводят к унитазу по очереди и спрашивают: рыба есть? Они: нет. Есть? Нет. Ну, говорят: ну, все здорово. А психи потом собираются и говорят: мы что, дураки, что ли, им рыбные места выказывать? Вот понимаете, когда девушки и женщины ждут там свое счастье, своего какого-то принца в очень замкнутом вот таком вот пространстве, да, в каком-то маленьком городе, там, селе, вот это все. Вот они просто уподобляются вот этим вот, скажем, полностью согласна с вами, Мартина. Но я ведь в прошлой программе-то ведь и рассказываю как раз об этом, как выходить из этого тупичка. Я же рассказываю как раз про это, понимаете? Вы, женщина, задаете настройки, портрет мужчины, который точно вас осчастливит, будет для вас идеальным. И дальше работаете над этим вопросом. Вы когда увидели портрет, вы поняли: о, вот портрет,
а вот они все, кто живет в моей деревне, да? Такого нету. Все. И вы уже здесь больше не ждете, не ищете. Вы переезжаете куда-то или лезете в интернет. В конце концов, слава богу, у нас сейчас есть интернет, где принца можно из-за океана урвать. Да еще знаете, каких находят? И в Кукуево сидят, но, слава богу, там роутер-то пахает 24/7. Не забывайте. Вот. И прекрасный комментарий про похудение. Пишут, что про похудение пишут женщины, что очень успешно на интервальном голодании похудели. Вот. И Татьяна спрашивает, мне кажется, что мы уже Татьяне сегодня отвечали, я просто ищу. Отвечали, что ли, мы уже, да? Потому что Татьяна вроде была какая-то. Мы с вами, конечно, до неприличия засиделись. Не дождутся нас наши любимцы, домашние любимцы. Но у всех разные любимцы, да? Да? Очень разные у нас у всех любимцы. Татьяна пишет, вечно витаю в облаках, да, придумываю себе различные себе жизни сценарии. Спросите у карт, правда ли молодой человек в меня влюблен, или я снова все сочинила. Такой лаконичный, понятный вопрос. Очень много женщин, это уже от меня комментарий, очень много женщин и часто себе сочиняют влюбленных мужчин. Ну, мне кажется, это нормально, да? Девочки во дворе еще с детского садика, с песочницы тоже воображают там, ой, Стасик с 2-го подъезда в меня влюблен, и все. Мне кажется, это какая-то такая тренировка воображения, тренировка интуиции. Так и должно быть. Молодой человек влюблен ли в Татьяну? Раз, два, три. Ох, ох. Вы знаете, пожалуй, что и да. Вы знаете, пожалуй, что и да. Да, да, влюблен, да. Это, причем это не влюбленность, знаете, такая, ну вот, простенькая, как вот мужчина вот влюблен вот в женщину. Он видит вас звездой, он о вас мечтает, то есть видит вас недоступной, очень персоной недоступной. Здесь есть опасность. Мне кажется, многим девушкам это нравится, когда им говорят, он видит вас звездой, то есть он вот просто о вас мечтает. Кстати, очень большой подвох, это так опасно. Не любите это. Когда мужчина о вас мечтает, возможно, ваша вот эта недоступность воображаемая, это единственное, что его привлекает. Ну, они же такие романтики. Вот они любят недоступные запретные плоды, что-то так, звезд, до которых нельзя дотянуться, да, такие девушки, как звезды. А как только вы до него снизойдете, вот этот ореол недоступности, неприступности развеивается, да, и все, у него теряется интерес. Особенно, если он стрелец какой-нибудь. Вот для стрельцов это вообще характерно. Они вот девушку сначала обожествляют, ей приписывают какие-то невероятные свойства, возносят ее, знаете, до неба. Так что она сама верит, что она звезда.
а потом бабах! И разочаровываются. И вы с этого неба вот так вот с грохотом падаете, глядя в его равнодушные уже глазки. Вот. Вот у него такое отношение к вам. Серьезное, мечтательное. И он как-то счастлив, что вы есть хотя бы краем, каким-то боком в его судьбе. На этой оптимистической ноте, дорогие мои друзья, я теперь не говорю подруги только, я с вами прощаюсь. Я вам очень сильно благодарна за то, что вы в очередной раз были со мной. Если вы досмотрели аж до этого момента, прям до конца видео, я вам благодарна еще более. Готовимся гадать на июль, вот на этих самых новых картах. Пишите, да, в Телеграм, Инстаграм присылайте ваши хоку, ваши опусы литературные на тему июля. Обязательно самые лучшие я в эфире буду зачитывать. Увидимся.